Времени суток. Достаточно часто в пылесосах перестает работать индикатор переполнения пылесборника. Он может зависнуть в любом положении, вот как теперь. Это связано часто с попаданием пыли, мелких частиц песка и так далее в зазор между корпусом индикатора и штоком с красно-зеленой разметкой. Сейчас я покажу на примере пылесоса Samsung Easy 1800, как можно справиться с этой проблемой. С ней может справиться, в общем-то, даже любая женщина. Хочу заметить, что пылесос может быть любой марки, но, как правило, принцип работы механического индикатора одинаков. Для этого нам понадобится зубочистка с обломанными краями, острыми, ножик и отвертка с нешироким пером, где-то миллиметра 4 шириной. Итак, приступаем. Снимаем шланг пылесоса. Поднимаем верхнюю крышку. Ее нам нужно снять. Итак, отвертку вставляем в шарнирное соединение крышки. Только нужно очень аккуратно, чтобы не сломать щечки. И отвертку чуть-чуть проворачиваем и крышку одновременно поднимаем вверх. Вот, и со второй стороны то же самое делаем. Все, крышка снята. Далее снимаем индикатор. Для этого отвертку вставляем между индикатором и угловым фиксатором. И аккуратненько, чтобы его не сломать, он очень хрупкий. И одновременно толкаем пальцем за индикатор. Все, индикатор отщелкнулся, мы его вынимаем. Далее разбираем индикатор. Для этого упираемся в бортик индикатора острой частью ножа. И по кругу выталкиваем по чуть-чуть красную заглушку. Хочу заметить, что очень часто этим злоупотреблять не нужно, потому что все-таки бортик этот и красный этот сектор изнашивается. Вот аккуратненько по кругу, упираясь, мы пытаемся его вытянуть. Все, индикатор разобран. Индикатор состоит из красной заглушки индикаторной, зеленого индикаторного штока, возвратной пружины и корпуса прозрачного. Теперь все эти части нужно промыть. Для этого мы опускаем их в подходящую емкость, добавив немножко моющего средства в воду и хорошенько промываем. После тщательной сушки и промывки собираем индикатор в обратной последовательности. В корпус вставляем пружину. Далее, не перепутайте, вставляем зеленый индикатор вот этой вот неглубокой частью. Дальше вставляем заглушку. Далее вставляем индикатор в корпус. Для этого отверткой отгибаем аккуратненько крепление, чуть-чуть отгибаем фиксатор.
Не сломать, очень осторожно нужно. И заталкиваем его туда. Все, индикатор в корпусе. Далее крышку одеваем на пылесос. Вот эти вот выступающие части, вот, щечки должны на них защелкнуться. И с усилием, когда закрыли, с усилием нажимаем до щелчка. Все, крышка закрыта. Все, как видим, все работает хорошо. Далее проверяем работоспособность индикатора. Вставляем шланг, включаем пылесос и прикрываем доступ воздуха. Как видите, индикатор работает. Все, всем удачи!